Приветствую зрителей канала. В этом видео я расскажу, как можно в домашних условиях доступными средствами проверить свечи зажигания. У меня есть два комплекта свечей, которые я сравню. Заодно посмотрим, стоит ли покупать китайские свечи с AliExpress, которые заявлены как иридиевые. Есть большие сомнения в том, что это иридиевые свечи. Но давайте по порядку попробуем потестировать доступными способами эти свечи. Один комплект новый, а второй комплект прошел уже 80 тысяч километров. Эти свечи на 100% оригинальные. В оригинальных свечей Denso высокое калийное число, что соответствует требованиям при работе на газу, когда температура сгорания топлива выше, чем на бензине. Эти свечи очень хорошо себя показали. У них ощутимо меньший расход топлива. Взял попользоваться вот такой тестер свечей зажигания. Визуально он позволяет определить наличие искры. Начал я с китайских свечей. Пока что проблем никаких не замечено. Далее посмотрим оригинальные свечи, которые с большим пробегом. Сразу скажу, что одна из свечей оригинальных не работает, из-за чего я, в принципе, и начал заниматься этим вопросом. Даже без избыточного давления удалось выявить одну свечу, у которой был пробой изолятора внутри. У машины на холодную стало наблюдаться троение. И поскольку машина на газу, я подумал, что пробила головку блока цилиндров и есть утечка охлаждающей жидкости в цилиндр. Тем более, что это совпало с холодной погодой, когда идет пар из трубы выхлопной. И стало понятно, почему было троение. Теперь посмотрим, как визуально отличается искра в новых свечах китайских и в оригинальных. Ну, как видим, зазор разный у этих свечей. И у свечей с пробегом заметно такое рыскание искры. И боковой электрод изношен. Это вот видно сейчас. Ну, так, других отличий в принципе не видно. Ну, есть у меня еще старые свечи, которые у меня стояли до иридиевых. Это свечи NGK. У них вот такой электрод с бороздкой, как боковой, так и центральный. Интересно, в чем отличие искры будет в этих свечах. Ну вот, явно видно отличие. В NGK искра проходит по большой площади, по 4 точкам, там, по 4-5 точкам пробивает по всей площади электрода, площадь которого больше, чем у иридиевой. Вот, а у Denso искра пробивается таким пучком. Но я заметил, что расход топлива меньше, ощутимо меньше у Denso. Интересно, почему так происходит. Вроде бы как площадь зажигания и общая площадь искры больше у NGK.
Ну а теперь посмотрим, какое сопротивление имеют эти свечи. Замеряю в режиме прозвонки диодов. В принципе, это позволяет увидеть сопротивление. Потом я еще померяю дополнительное сопротивление. Ну, вот одна свеча уже выделяется. Ну и оригинальные свечи пока имеют близкие значения падения напряжения. И третья свеча тоже в районе 1,7-1,8. И четвертая 1,736. В общем, разброс в оригинальных свечей небольшой. В итоге получается у нас, что китайские свечи имеют большой разброс, одна из них неприемлемо большой. Ну, дальше я решил проверить материал, из которого изготовлены электроды. В китайских свечах это магнитный материал, что центрального, что бокового электрода. В оригинальных свечах, как видите, электроды не магнитные, то есть это иридиевые свечи, настоящие. Ну, китайские свечи не имеют ничего общего с иридием. Это обычная сталь. Возможно, даже не нержавеющая. Ну, еще одна особенность, которую я заметил, когда мерил, когда определял магнитные свойства. Китайских свечей центральный электрод болтается. То есть он, это видно, он не закреплен жестко. Это вообще может быть опасно. Если он отвалится и упадет цилиндр, ну, повреждение гарантировано. Оригинальная упаковка выполнена более качественно и печать более четкая. То есть вот текст, который напечатан на оригинальной упаковке, он как бы состоит не из точечек, а слитно, выглядит слитно. А на китайских свечах видны вот эти пиксели. Такая проверка не позволяет выявить все возможные неисправности, потому что не создается избыточное давление, которое есть в цилиндре в момент зажигания. Поэтому сделал такое вот приспособление. Хочу попробовать создать избыточное давление. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Тестер свечей и мультиметр можно приобрести по ссылке в описании к данному видео.
На этом всем удачи и пока. Пока-пока.